В этом видео создам свой собственный набор лего по фильму «Трансформеры» 2007 года, начиная от проектов Lego Studio и заканчивая коробкой, инструкцией и даже полностью собранной моделью. Первым этапом стало проектирование фигурки, и очень удачно у меня под рукой оказалась вот эта фигурка паритет из неких Human Alliance, которую я решил попытаться воссоздать в лего. Для начала я внимательно изучил фигурку и разбил ее на основные группы элементов. Первое — это тело, которое должно стать центром машины, ну и самого робота. Руки, которые должны стать боками альт-мода. И ноги, которые должны собираться в заднюю часть автомобиля. Теперь, когда знал, что мне предстоит сделать, я начал работать с программой Lego Studio. Создал каждый элемент по отдельности и связал их вместе. Я старался максимально приблизиться к классическому масштабу Speed Champions, и вот уже спустя несколько дней работы у меня получился вот такой результат. После того, как модель была полностью закончена, я приступил к следующему немаловажному этапу в создании моего лего набора, а именно создание инструкции. К счастью, программа Lego Studio позволяет автоматически генерировать шаги сборки, но чтобы инструкция выглядела действительно хорошо и понятно, пришлось вручную менять порядок деталей и оформлять страницы. Вот такой итоговый вариант у меня получился. При создании дизайна коробки я вдохновлялся оригинальными наборами лего, а также эстетикой фильмов о трансформерах. Основной процесс создания коробки я не записал, поэтому покажу вам только то, как готовлю все к печати. И вот, макет уже распечатан, остается только вырезать и склеить. Но теперь коробку нужно заполнить. Поэтому я выгрузил список деталей через студию, оформил заказ и стал ждать. Спустя 40 минут сборки вот такой мод баррикейда у меня вышел. На мой взгляд, он получился даже лучше, чем я изначально предполагал, и форма машины выглядит почти неотличимо от обычной машинки Speed Champions. Также, на удивление, он вышел довольно прочный и целостный, что для трансформера в таком масштабе очень большой плюс. Также я не забыл и про Фрэнзи, личного кассетника баррикейда, чей дизайн я взял у другого ютубера. А также у меня получилось добавить возможность посадить внутрь мини-фигурку лего. Ну а теперь пора превратить его в робота.
А вот и Робомод. Снова сравнение с игрушкой, и я думаю, учитывая то, что это настоящий трансформер, выглядит он тоже отлично. Да и масштаб относительно лего фигурки, я считаю, тоже вышло сохранить. Про возможность добавить его культовую пилу я тоже не забыл. Всем, кто досмотрел до этого момента, огромное спасибо. Буду благодарен, если вы еще поддержите канал подпиской, лайком и комментарием. А инструкцию для этой самоделки вы сможете найти в описании или в закрепленном комментарии.